Приветствую. Пришел наконец-то заказ, который заказывал. Называется Mini Electric Belt Sander. Такой вот мини-гриндер, очень маленький. Вот моя рука, я его, наверное, могу полностью закрыть. Маленький, компактный, вот так вот выглядит. Значит, что мы тут имеем? У нас есть эти вот наждачные полоски. Значит, ширина наждачной полоски 30 мм и длина 3,30. И входит в комплект два таких набора. Это номер от 120, 320, 600, 800 и 1000. Кроме того, в наборе есть два таких кружка. Значит, куда эти кружки одеваются? Значит, здесь есть такое место, куда этот кружок можно прикрутить. И, соответственно, имеем возможность еще что-то и полировать. И для полировки купил пару камушков. Это у нас 600 номер, 800, 2000 и 2500. Скажем так, есть два кружка, можно будет с разными камнями, например, там, не знаю, 800 и 2000 поставить на каждый кружок. И можно будет менять. Так, пока что его откручиваем. И все, и в комплекте, ну и набор ключиков в комплекте. Много ключиков. Видим, их аж 4 разных. Так, давайте, в общем, по параметрам. Значит, какие размеры этого устройства? Вот, если говорить, габаритная ширина получается где-то, 14,5 сантиметров. Длина получается габаритная где-то 16 сантиметров. И высота 14 сантиметров. То есть такой достаточно небольшой. Весит, по-моему, приблизительно 1,3 килограмма, что-то вроде этого. И мне единственная боязнь была, что, может, он заработает слабо. Ну, мы сейчас его включим и попробуем. Как мне кажется, работает, в принципе, вменяемо, как для такого хоббийного настольного станка. Интересно было посмотреть, какой толщины металл. Вот, например, основная пластина, на которой, получается, стоит движок. Вот он прикручен полностью к ней. Все ролики прикручены тоже к ней. Пружинка идет для натягивания. То есть для смены достаточно придавить вот таким вот образом и снять. И точно так же придавить обратно и поставить. Да, это, кстати, это ни в коем случае не реклама, это все куплено за мои деньги. Так, значит, давайте попробуем по толщинам, чтобы понимать вообще, что он выдержит. Толщина, так, чтобы было видно. Значит, основная вертикальная пластина, которая прикручена, так, где-то 2,6 миллиметра, 2,7, 2,6 приблизительно. Основная пластина, на которой это все стоит, тоже 2,6. Прикольно. Тут так нормально прикручено двумя болтами. Так, тут у нас блок типа электрики, то есть ввод питания и выключатель. Есть еще вот такая вот подставочка. Так, толщина этой подставочки у нас 2 миллиметра. То есть 2,6 основные, 2 миллиметра дополнительная подставочка. Подставочка настраивается. Вот здесь можно открутить, поднять вверх, опустить, придвинуть. Что еще интересно, что вот так как здесь можно поставить 90 градусов угол, есть вот такая пластина, которая, вижу, отодвинута. Вот к ней как раз прикручена к одному винту, который ее крепит, прикручена пружина. И она не достает, вот видим здесь зазор миллиметров 7-8.
Но можно открутить два болта и, соответственно, придвинуть, чтобы получить ровную поверхность, чтобы когда мы давим, вот не было такого продавливания. Мне кажется, это тоже прикольно. Так, система, в принципе, простая. Единственное, мне немножко не нравится вот этот вот узел. Как-то вот он вот так вот, сейчас попытаюсь показать. Да, он вот так вот ходит туда-сюда. Такое впечатление, что его надо просто прикрутить. Но это, говорю, я еще ничего не крутил. Я только достал, посмотрел, что он работает, потому что коробка немножко была повреждена. То есть, как видим, вот такой вот есть ход. То есть немножко прикрутить вот этот болтик, и думаю, будет все нормально. Так, валики, в принципе, выглядит все красиво. Давайте попробуем. Да, не магнитятся. Наверное, алюминиевые. То есть тут тоже не магнитятся. Вот, тут ничего не магнитится. Интересно, с чего у нас сделано. Что ли, с нержавейки вот эти части, интересно. А вот эти, наверное, ролики алюминиевые. Еще не разбирал. Не знаю, как у них там с подшипниками. Надо будет посмотреть. Немножко ходит. Этот немного больше ходит. И алюминиевый, да, тоже не магнитится. Тут вообще ничего не магнитится. Ага, магнитятся вот эти части. То есть здесь у нас черные, они уже металлические. Все остальное, такое ощущение, что или нержавейка, или алюминий. Парочку болтов буквально магнитится, и все. Так. Как же оно работает? Работает, кстати, и достаточно тихо. Мне вот это понравилось. То есть вот я еще ничего не настраивал. Это вот в каком виде он прибыл, в таком виде и показываю. Надеваем. Значит, подключаем. Подключение идет сзади. Значит, по оборотам у него получается от 4000 до 9000. Управляется с помощью вот такого вот дешевенького блока питания. То есть тут от 12 до 24 вольт, как я понимаю, подает. И мы просто, переключая тумблер, увеличиваем или уменьшаем количество оборотов. В принципе, нормально. Разве что можно будет поменять на какой-то другой. Так, давайте попробуем. Вот у меня есть, например, железячка, другого нету. Да, здесь что еще хорошо, есть кнопочка с оборотами вперед и назад. То есть мы можем включить вот таким вот образом. Я думаю, меня слышно. Это идет вот так вот крутится. И включить обратно. И будет крутиться вот так. То есть теперь мы можем что-то положить на вот эту поверхность. И попытаться потащить. Так, наверное, надо будет его еще дополнительно смазать, кстати, да. Можно так тащить. Так, я надеюсь, меня было слышно. То есть можно сделать угол 90 градусов на постоянной основе, а что-то по потребности точить таким образом или вот таким вот образом, в зависимости от того, как удобнее. И в случае, если что-то полировать нужно, мы вкручиваем кружочек. Так, сейчас главное правильную скорость. Вот. И все. И, соответственно, получаем возможность полировки. Не скажу, что очень все прямо крепкое. Так, вот. Что очень все крепкое. Ну, скажем так, что двигатель очень мощный. Ну, как мне кажется, для такого размера мощности двигателя будет вполне достаточно. Не знаю, как вы думаете, ваше мнение какое? Единственное, думаю, может еще полировочные круги к нему докупить. Ну, что такое? Еще дополнительная возможность расширения, кроме того, что здесь справа вкрутить полировочный круг. Единственное, что здесь резьба обычная, соответственно, он может крутиться с полировочным кругом только в одну сторону, иначе он раскрутится. Или же здесь что-то придумать, поставить какой-то конус, возможно, на который эти круги накручивать, а, соответственно, прикрутить туда на, ну, не знаю, может патрон поставить, может еще что-то, не знаю.
Вторая возможность еще, дополнение для этого. Есть вот такая крышка сзади, которая снимается. Так, она достаточно плотна. Это хорошо. Вот, ее можно снять, и мы видим, что здесь выступает вал. И есть возможность поставить сюда еще камушки, есть такие тоже небольшие, поставить сюда. И таким вот образом получим многофункциональный инструмент. И наждачка, и полировка, и камни, и все что угодно. И достаточно, скажем так, пробовал уже как бы и ножик. Я думаю, и ножик спокойно заточу здесь. Как-то в следующих видео, наверное, покажу. Потому что хочу еще разобраться, хочу еще раскрутить вот эти вот все валики, посмотреть, что там с подшипниками, как там тут устроено, второпластовые втулки там или реальные подшипники, действительно интересно самому. И посмазывать это, прикрутить вот эту часть, потому что, как я говорил, разболтано. Хотя вы видели, когда включаю, хоть даже вот видно, что завален, правый край завален, но как только мы включаем, я могу нормально работать, никаких проблем нету, ничего не слетает ни в одну, ни в другую сторону. Вот. Ну и, соответственно, если тут подшипники и стоят, то заодно их можно смазать. Как я понимаю, здесь есть такие вот технологические отверстия, раз и два. И по идее с помощью их можно этот станочек даже прикрутить к столу. Если у вас какой-то деревянный стол, прикрутить в каком-то месте к столу, и он будет стоять на месте. Никуда не будет прыгать. Ну, даже без этого, даже без прикрученного, вот вы видели, он включен. Вот эти резиновые ножки без проблем. То есть я его включаю, ничего никуда не прыгает, не бегает. Так что, в общем, неплохая вещь. Я думаю, для вот именно покупал как для хоббийных вещей, как для дома. Какой-то маленький компактный настольный станочек, многофункциональный, то есть и полировочный, и камень можно поставить, и, соответственно, лента, и лент наборов. Вот у меня два, можно еще докупить, они, в принципе, распространены. То есть 330 мм на 30 мм лента без проблем можно купить. Так что вот как-то так. Если кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Если можете добавить комментарии с вашим мнением, с удовольствием почитаю. Всем спасибо и всем удачи!